Идеальный напиток для жаркого лета. Мой сосед недавно рассказал мне одну историю. Хочу поделиться этим рассказом с вами. В один из самых жарких дней прошлого лета я случайно открыл для себя рецепт, который полностью перевернул мое представление о прохладительных напитках. Это случилось в старом доме на окраине города, где я нашел потрепанную книгу с рукописными записями о мятно-липовом чае. Ее страницы были пожелтевшими от времени, но каждая строчка буквально притягивала взгляд. Автор утверждал, что этот чай не только освежает в жару, но и обладает удивительными свойствами, которые способны изменить жизнь человека к лучшему. Я тогда решил попробовать приготовить его сам, следуя инструкциям из книги. Этот опыт стал началом долгого путешествия, которое научило меня многому не только о чае, но и о себе. Мятно-липовое сочетание имеет богатую историю, которая восходит к далеким временам. Первые упоминания о таком чае можно найти в древних текстах, датирующихся 300 годами до нашей эры. Тогда липовый цвет считался символом здоровья и благополучия, а мята – ключом к просветлению и ясности мышления. Эти два растения часто использовались вместе, хотя их применение было ограничено определенными кругами знахарей и целителей. Историки предполагают, что именно в те времена был открыт секрет идеального баланса между этими компонентами. Однако рецептура постоянно совершенствовалась, и каждый мастер добавлял свои особенные нюансы. Секрет успеха этого напитка кроется в уникальном сочетании ингредиентов. Липовый цвет, известный своими успокаивающими свойствами, помогает справиться со стрессом и тревогой. Его сладковатый аромат создает ощущение комфорта и уюта даже в самые теплые летние дни. Мята же, будучи природным стимулятором, пробуждает чувства и заряжает энергией. Вместе эти два компонента образуют гармоничное сочетание, которое способно подарить человеку как физическое, так и духовное равновесие. Но важно помнить, что правильное приготовление мятно-липового чая требует особого внимания к деталям. Начнем с выбора ингредиентов. Для достижения наилучшего результата лучше всего использовать свежие листья мяты и высушенные цветы липы, собранные в период полного цветения. Собирать их нужно ранним утром, когда роса еще не высохла, чтобы сохранить всю пользу растений. Если вы предпочитаете покупать готовые смеси, то убедитесь, что они произведены из натуральных компонентов без добавления искусственных красителей или ароматизаторов. Процесс заваривания также играет важную роль. Температура воды должна быть чуть ниже кипящей, примерно 90 градусов по Цельсию. Кипящая вода может испортить хрупкие вещества, содержащиеся в мяте и липе. Оптимальное время настаивания составляет 10 минут. За это время все полезные свойства передаются воде, создавая идеальный вкусовой баланс. Чтобы добавить немного оригинальности, можно включить в состав немного мелиссы или ромашки. Такие дополнения придадут чаю дополнительные оттенки, сделав его еще более интересным. Интересно, что многие люди ошибочно считают мятно-липовую смесь просто приятным напитком. На самом деле ее регулярное употребление может принести множество преимуществ для здоровья. Например, она помогает нормализовать давление, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и способствует лучшему пищеварению. Более того, ученые недавно провели исследование, в котором приняли участие 200 добровольцев. Участники группы, регулярно пьющие такой чай, отметили значительное снижение уровня стресса и повышение общего тонуса организма. Однако существует несколько распространенных ошибок, которых следует избегать. Одна из них – чрезмерное использование сахара или других подсластителей. Это может не только испортить естественный вкус чая, но и уменьшить его полезные свойства. Другая ошибка заключается в том, что некоторые люди используют слишком много мяты, что делает напиток чересчур острым и терпким. Правильное соотношение – 2 части липы на 1 часть мяты – поможет избежать этих проблем. Истории успеха людей, которые сделали мятно-липовое питье частью своей жизни, поражают воображение. Возьмем, к примеру, Анну Петровну из маленького городка. Она стала пить этот чай после того, как ее врач рекомендовал его для борьбы с повышенным давлением. Через месяц постоянного употребления она заметила, что ее показатели нормализовались, а чувство усталости исчезло. Другой пример – молодой программист из Санкт-Петербурга, который работал по 12 часов в сутки. Он заменил кофе этим чаем и обнаружил,
что теперь может сосредоточиться на задачах гораздо лучше, не испытывая при этом нервозности. Кроме того, мятно-липовое сочетание может стать отличной основой для создания различных коктейлей и напитков. Например, добавление лимонного сока придаст чаю цитрусовые нотки. Любителям сладкого можно предложить вариант с небольшим количеством меда, который не только украсит вкус, но и добавит дополнительные полезные свойства. А если вам хочется чего-то более холодного, попробуйте заморозить чай в формочках для кубиков льда и использовать их для украшения других напитков. Важно отметить, что влияние такого чая на организм может меняться в зависимости от времени года. В летнюю жару он особенно эффективен благодаря своему охлаждающему эффекту. Но и зимой этот напиток остается актуальным, помогая согреться и поддерживать иммунитет. Интересно, что некоторые культуры верят, что мятно-липовое сочетание способно защитить от простуды и укрепить организм перед сезонными заболеваниями. Когда я впервые попробовал мятно-липовый чай, сделанный по старинному рецепту из найденной книги, меня поразило его многогранное воздействие. Всего одна чашка помогла мне справиться с усталостью после долгого дня и вернула ясность мышления. Но это было только начало моего исследования. Со временем я начал замечать, что эффект от этого напитка гораздо глубже, чем просто освежающее действие или приятный вкус. Однажды я встретил травника, который рассказал мне о том, как правильно собирать липу и мяту для достижения максимальной пользы. Он поделился секретом. Чтобы сохранить все полезные вещества, нужно не только собирать растения ранним утром, но и использовать особую технику сбора. Например, при сборе мяты важно брать только верхние части стебля, где содержится наибольшее количество эфирных масел. А липовый цвет лучше всего собирать во время полного цветения, когда он наиболее насыщен активными компонентами. Этот разговор заставил меня задуматься о том, как часто мы принимаем готовые продукты без понимания того, через какие этапы они проходят до того, как попадают к нам на стол. Я решил провести эксперимент и выращивать мяту и липу самостоятельно. Этот процесс научил меня терпению и вниманию к деталям. Каждый день я наблюдал за тем, как растения развиваются, как меняется их аромат в зависимости от времени суток и погодных условий. Одна из самых интересных особенностей мятно-липового чая – его способность адаптироваться к индивидуальным потребностям организма. Для некоторых людей он становится средством для повышения концентрации, для других – помощником в борьбе со стрессом. Мой друг Андрей, который работает в сфере финансов, заметил, что этот чай помогает ему сосредоточиться даже в самые напряженные моменты. А его коллега Ольга рассказала, что именно благодаря этому напитку она смогла преодолеть период хронической усталости. Но самое удивительное заключается в том, как этот чай может влиять на эмоциональное состояние. Однажды я провел небольшой эксперимент среди своих знакомых, предложил каждому выпить чашку мятно-липового чая в течение дня и записывать свои ощущения. Результаты были поразительными. Большинство отметили, что чувствовали себя более спокойными и расслабленными, даже если день был наполнен стрессовыми ситуациями. Некоторые даже говорили о том, что чай словно очищал их мысли, делая их более ясными и организованными. Интересно также то, как этот напиток воспринимается в разных культурах. В одной из стран Юго-Восточной Азии существует традиция устраивать специальные церемонии, связанные с чаепитием мятно-липового чая. Участники собираются вместе, медитируют и обсуждают важные вопросы жизни. Такой подход позволяет им не только насладиться вкусом напитка, но и углубить духовную связь между собой. Однако важно помнить, что не всегда все идет гладко. На своем пути я допускал множество ошибок. Иногда заваривал чай слишком долго, что делало его горьким, иногда использовал недостаточно свежие ингредиенты, что снижало качество напитка. Но каждый такой опыт учил меня чему-то новому. Например, однажды я попробовал добавить в чай немного имбиря, и результат превзошел все ожидания. Этот новый вариант стал одним из моих любимых. Также стоит обратить внимание на то, как можно модифицировать рецепт в зависимости от целей. Если вам нужен напиток для улучшения пищеварения, можно добавить немного корицы или кардамона. Если же ваша цель – успокоение перед сном, то несколько капель лавандового масла станут отличным дополнением. А для тех, кто следит за весом, можно использовать зеленый чай в качестве основы, что сделает напиток еще более эффективным для метаболизма. Существует множество историй успеха,
связанных с этим чаем. Например, один мой знакомый спортсмен начал пить его перед тренировками и заметил значительное повышение энергии и выносливости. Другая история рассказывает о женщине, которая страдала от бессонницы, но нашла решение именно в мятно-липовом чае. Она стала пить его за час до сна и теперь спит крепко и полноценно. Особенно важно учитывать сезонные изменения при выборе способа приготовления. Летом лучше использовать холодный метод заваривания, когда чай настаивается в холодной воде в течение нескольких часов. Это не только сохраняет больше полезных веществ, но и создает особенно освежающий эффект. Зимой же можно экспериментировать с добавлением специй, таких как гвоздика или корица, которые согреют в холодные дни. Многие люди задаются вопросом, сколько чашек этого чая можно пить в день? Ответ зависит от индивидуальных особенностей организма. Однако большинство экспертов рекомендуют ограничиться 2-3 чашками, чтобы избежать возможного переизбытка эфирных масел. Также важно следить за реакцией своего организма и при необходимости корректировать количество. Одним из самых интересных аспектов является влияние этого чая на психологическое состояние. Исследования показывают, что регулярное употребление мятно-липового чая может способствовать снижению уровня тревожности и депрессии. Это связано с тем, что мята стимулирует производство серотонина, а липа помогает нормализовать работу нервной системы. Если вы решите начать свой путь с мятно-липовым чаем, вот несколько практических советов. Во-первых, обязательно используйте качественные ингредиенты. Во-вторых, не спешите с процессом заваривания, пусть чай настоится как следует. В-третьих, будьте открыты к экспериментам и ищите свой идеальный рецепт. Заканчивая это видео, хочу отметить, что мятно-липовый чай – это не просто напиток, это целое искусство. Каждая чашка содержит в себе возможность изменить ваш день к лучшему, подарить вам энергию и спокойствие. Поэтому не бойтесь начать свой собственный путь с этим удивительным сочетанием. Возможно, именно оно станет вашим верным спутником в жаркие летние дни и поможет найти гармонию в любой ситуации. Попробуйте, и вы сами увидите, как этот простой напиток может изменить вашу жизнь. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.